Друзья, всем привет! Ну что же, Хвича, Кварацхелия и ПСЖ в 1/4 финала. Вчера мы узнали соперника Астон Вилла. Я решил сделать еще один небольшой выпуск. Давайте уже так на холодную голову разберемся, за счет чего Париж обыграл Ливерпуль и что ждет эту команду в четвертьфинале и вообще дальше по сетке. Поехали! Фух, друзья, ну бессонная была ночка. Признаюсь, что монтаж после матча 1/8 финала я закончил где-то в 6 утра, вот по местному времени здесь, в Казахстане. Но ни капельки не жалею, это того стоило вообще, чтобы увидеть это все вживую. Много было интересно в комментариях. Вам спасибо большое, что вы подписываетесь, ставите лайки, комментируете. Я напомню, что на следующей неделе буквально я лечу в Армению, потом еду в Грузию. Обязательно посещу матчи сборной Грузии, обе игры. К сожалению, аккредитацию мне не удалось оформить, но ничего. Поэтому вот такой вот вам анонс. Если вы вдруг еще не подписались, ну нажмите эту кнопочку, подпишитесь и увидите не только репортажи с матчей, но и превью с этих игр. Ну а пока мы возвращаемся к ПСЖ, в команде, которая уже стала четвертьфиналистом в этом сезоне. И вообще давайте посмотрим путь к этому четвертьфиналу. Я хотел бы немного издалека зайти. Помните, что зимой, еще в декабре, когда еще Кварацхелии не было в Париже, все мы гадали, а выйдет ли вообще Париж из этого основного раунда или нет. Пока Ливерпуль там покуривал на первом месте, спокойно ждал уже игр на вылет. Причем Ливерпуль было понятно, что вот этот раунд еще до 1/8 финала пропускает. Париж там бился, боролся. Ну и, наверное, самая главная драматичная игра против Ман-Сити. Кстати, я напомню, что в этот момент Хвича Кварацхелия уже был футболистом Парижа. Поэтому те, кто из вас пишет насчет того, что это талисман, новый талисман Парижа, это действительно так. Присутствовал на этом матче. 0-2 было с Сити, 4-2 в итоге тот матч выиграли, потом Штутгарт обыграли. Ну и потом с Брестом уже было избиение настоящее, потому что там в сухую 10-0 команду прошли. И вот здесь попался Ливерпуль. После первого матча были, конечно, злые языки, да, кто говорил, что ну вот он уровень Парижа, что Ливерпуль даже не создавая моментов выиграл. Но мне понравилось, что некоторые писали в комментариях, что ну если бы выиграл Реал, то все сказали бы, что отскочил. А тут вот гениальная тактика Слота. Ну, я согласен, что, ну, по-моему, это все-таки была случайность, победа Ливерпуля в первом матче, потому что, ну, Париж доминировал, ну, о чем спорить. И вот мы сейчас подходим к ответной игре. События этой игры я подробно разобрал, давайте повторяться не будем, но зачем нам это делать в конце концов. Я хотел бы сейчас так комплексно уже, скажем, на сухую голову с чистым рассудком уже порассуждать вообще, что случилось. Для меня вообще один из главных показателей игры вот этого Парижа — это именно командность, потому что если вы посмотрите голы в рамках чемпионата Франции, в Лиге чемпионов, ну, может быть, не в этом матче конкретном с Ливерпулем, но вообще, которые были, они очень командные. И вообще, вот знаете, кажется, та болезнь, которая была у Парижа, именно наличие большого количества звезд и лидеров, которые каждый тянул на себя одеяло. Вот Мбаппе был последним из этой плеяды, и после того, как он команду покинул, как будто бы все, забыли это. И вот после этого начал Луис Энрике создавать команду. Помните, там был скандал с Дембеле. На старте сезона даже он его отстранял от тренировок. Но и вот как раз-таки в тот момент у ПСЖ не ладилось. Ну а сейчас вот такое ощущение, что команда сформировалась, и причем ну, я не знаю, какое участие в ней принял, в этом формировании принял именно Хвича, но он сейчас является тоже частью этой команды, потому что, ну, посмотрите даже празднование, посмотрите эмоции, посмотрите высказывания в социальных сетях. Очень много комментариев, даже посмотрите вот на публикацию Хвича Кварацхелия в социальной сети Instagram, и кого там только нет в комментариях, там и Дембеле пришел, и Доннарума, и Чиквитадзе, и Давидашвили. Ну ладно, Чиквитадзе, Давидашвили, они не игроки, конечно, ПСЖ, но вот это единство, оно, конечно, здесь присутствует. Посмотрите, опять же, кадры, когда исполнялась серия пенальти, как команда стояла. Посмотрите на реакцию уже после того, как решающий мяч был забит. Вот я думаю, что вот это все кирпичики, то, что удалось сделать Луису Энрике. И, знаете, вот победить сильный клуб с хорошим подбором футболистов — это одно, а вот победить команду — это уже совсем другое. Поэтому, знаете, вот вчера играл Реал с Атлетико, тоже очень упорная борьба там была, вот это дурацкое двойное касание Альвареса все решило. И, ну, знаете,
за Атлетико, с одной стороны, обидно, с другой мне очень хочется, чтобы Мбаппе встретился с Парижем в полуфинале. Это было бы прекрасно. Но давайте не будем перепрыгивать. Вот я про матч немного поговорил. И заканчивая игру с Ливерпулем, давайте посмотрим еще немного на статистику. Про какие-то важные моменты в целом я уже говорил в полноценном обзоре, посвященном этому матчу. Ну, может быть, здесь повторю самые главные тезисы, которые мне кажется важным повторить, что Париж доминировал большую часть матча. Вы это можете видеть и статистики. Посмотрите, владение 45-55. Голевые моменты, казалось бы, больше у Ливерпуля, 11-8. Но, например, по ударам ничья 19-19. Но это такие, знаете, количественные показатели. Но кто уж очень не любит упарываться по статистике, посмотрите, XG 2.33 на 1.96, как будто бы у Парижа чуть-чуть меньше. Ну да, Донарума там вытаскивал, тащил. Но давайте сложим просто первый матч и второй. И в итоге будет тот результат, который, наверное, мы увидели. Кстати, вот еще любопытная статистика по ударам. Спасибо Рустату, что вот он такие отчеты подробные публикует у себя в телеграм-канале, и мы с вами можем их использовать. Смотрите, здесь хотел бы отметить те показатели, по которым Кварацхелия в топе. Это удары, 5 ударов нанес Хвича в этом матче, к сожалению, всего 1 в створ. И ключевые передачи 3 у Кварацхелии, и ближайшие его оппоненты, назовем так, в этой таблице, это Витинья и Баркаля, у них по одной такой передаче. И, я уже говорил об этом в обзоре, что Хвича действительно очень много играл на партнеров в начале игры, но потом уже как-то начал брать игру на себя. И вот, собственно, оттуда и пошли удары. Хотя, вот знаете, тут написано, что 1 удар в створ. Видимо, здесь не учитываются заблокированные удары, поскольку я хорошо помню тот момент, когда выкатывали там на границе штрафной. Хвича пробил идеально. Мне показалось, что мимо, но там был угловой. То есть, фактически, этот удар был заблокирован. Конечно же, не могу не выделить Мендеша, левого защитника Парижа, что он творил, как он возил Салаха, как он с ним боролся, как он ему не давал ничего сделать, просто сожрал его буквально. И это в статистике тоже отражается. Видите, 10 отборов и 9 из них удачных. Кстати, как раз таки Мендеш, можно сказать, и стал виновником пропущенного гола в Париже. На мой взгляд, здесь он исправился с лихвой, отработал то, что у него не получалось. Давайте посмотрим еще интересную статистику. Передачи в штрафную, техника тактические действия в штрафной. И здесь Хвича на втором месте. У Дембеле таких действий было 9, у Хвича 8, и 4 из них удачные. Лишний раз подтверждает, что не всегда результативные действия в протоколе у Кварацхелии остаются, но игру показывает он достойную. Пожалуй, это все, что я хотел бы выделить. Идем дальше. Что ждет команду в 1/4 финала? Это футбольный клуб Астон Вилла. Да, болельщику, который не особо следит за английским чемпионатом, покажется, кто такая эта Астон Вилла. А я напомню, что эта команда вообще-то выигрывала Лигу чемпионов, в отличие от Парижа, у которого вообще ни одного титула, ни одного Кубка чемпионов еще нету. Так вот, Астон Вилла делала это в далеком 82 году. Был на канале Q-Sport большой репортаж у нас из Бирмингема. Александр Шмурнов там был, ходил, показывал город. Мало ли вы живете в Европе и, может быть, планируете посетить ответный матч против Парижа. Париж, кстати, начинает дома против Астон Виллы. Я надеюсь, что в этот раз уже там все голы они свои забьют. Так вот, я хотел бы небольшие зарисовки сейчас тоже показать про Бирмингем, про Астон Виллу, про культуру боления этой команды. Посмотрите, много всего интересного. И болельщики, конечно, тоже потрясающие. Свои, это не Энфилд, но, тем не менее, потрясающие. Очень красивое место, вот эти окрестности стадиона, Вилла Парк. Во-первых, цвета легендарные, голубые и бордовые. Сейчас они на небе отражаются. Вообще, Бирмингем, вы должны знать об этом, второй город Англии по величине и, наверное, самый разнообразный по всевозможным развлечениям, потому что здесь одна из лучших национальных галерей, почти такая же богатая, как в Лондоне. Здесь, например, 5 мишленовских ресторанов. Здесь очень красивая, такая старая английская классическая архитектура. Здесь придумали шоколад. Вот здесь такая фотовыставка о сезоне 1982 года, который Астон Вилла выиграла. Завоевала Кубок чемпионов. И одна очень любопытная история, связанная с киевским «Динамо». Например, здесь рассказано про четвертьфинал, который играли, тот, который выездной, не в Киеве, а в Симферополе, потому что в Киеве
замерзло поле. Но все равно прошли дальше, поселили там, пишут об этом англичане, команду Астон Вилла в не самом хорошем отеле. Не лучшие были условия, но прошли очень сильную на тот момент команду киевского «Динамо». Вот любопытно, всегда ведь объявляют футболистов, когда они выходят на поле перед матчем, но это понятно. А здесь объявляли имена игроков, когда они выходили из автобуса. Я это видел впервые. Я думаю, с Парижем это будет по-настоящему круто. Стефано, Астон Вилла against Paris Saint-Germain. What do you think? 4-0 on aggregate, going through semis. What do you think? 3-0. 3-0 against Paris. 20. Yesterday you see? Да, спасибо еще раз Александру Шмурнову. Ну и напомню, что ответный матч в апреле ПСЖ Астон Вилла пройдет в Бирмингеме, а первая игра будет в Париже. Ну и, конечно, стоит отдельно добавить, что Унай Эмери человек не чужой для Парижа, тот, который вот начинал славу ПСЖ приносить. Да, и знаете, что самое интересное, что когда происходил тот легендарный матч, Барселона обыграла Париж 6-1, вы догадываетесь, кто был тренером той Барселоны? Конечно же, Луис Энрике. Ну а Париж тренировал Унай Эмери. Вот такая вот судьба. Теперь уже, ну не то чтобы по разные баррикады будут, но Эмери будет уже в качестве тренера Астон Виллы пытаться остановить ПСЖ Энрике. Вот такая интрига. Ну и отдельная история про Асенсио, который перешел вот буквально зимой в Астон Виллу и начал просто клепать там голы. У него сейчас 7 голов в 8 матчах. И вот в последней игре против Брюгге, где все не так просто складывалось для команды, забил он дважды и в итоге вообще по сумме 2 матчей 6-1 Астон Вилла обыграла Брюгге. Но, знаете, я бы здесь сказал, ребята, расслабляться не стоит. Это, конечно же, касается и болельщиков, то есть и нас с вами, и тренерского штаба, и вообще всех. 1/4 финала Лиги Чемпионов – это не шутки, и просто так туда не попадает, поэтому не нужно думать, что вот Париж уже где-то в полуфинале. Но мы с вами, конечно же, такой вариант тоже предполагаем, а там победитель пары Реал-Арсенал может попасть на Париж. Представляете, вот если в Париже будет такой путь английский, да, у нас сначала был Ман-Сити, Ливерпуль, Астон Вилла и, может быть, еще Арсенал. Но если будет даже Реал, это тоже очень интересно. Ну, а про вторую часть сетки, я думаю, там говорить много не стоит. Барселона сыграет с Боруссией и Бавария Интер. Ну, тоже, в общем, все интересно. Тут, кстати, интересно другое, что если вдруг выйдет Барселона с Ханси Фликом во главе, то вот как раз-таки будет вторая встреча у Парижа против Ханси Флика. Напомню, в 2020 году в финале Париж проиграл именно Баварии, которую возглавлял в тот момент Ханси. Вот такие вот реалии. Ну что ж, на этом сегодня все. Не хочу вас долго задерживать. Давайте еще раз порадуемся за Париж. И я напомню, что сейчас, буквально сегодня, Вилли Саньолли анонсировал список футболистов национальной сборной Грузии. Об этом будет отдельное видео. Там все подробно расскажу, кто поедет, кто новички, кто вернулся в состав и вообще что ждать от этого состава. Ну а уже в воскресенье ночью нас ждет матч ПСЖ-Марсель. Еще не чемпионский матч для Парижа. Я вообще не знаю, как команда будет играть после такого похмелья, в хорошем смысле, потому что все-таки эмоций было много оставлено в Ливерпуле, я уверен. Но хочется верить, что Хвича снова появится в старте, порадует нас своей прекрасной игрой. Тем более, ну, по моим ощущениям, в Париже у него это получается лучше, чем в выездных матчах. С нетерпением жду этой игры. Вы, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я думаю, нет лучшего варианта, чем закончить вот этот наш выпуск следующей композиции.